Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юра на канале Осознанка, где мы зрим в корни русского языка и пытаемся осознать послания предков, сокрытые в его образах. И сегодня у нас долгожданное продолжение размышлений о форме Земли, о реальности, в которой мы пребываем. Но перед началом хочу сделать небольшое объявление. Мало кто из моих подписчиков знает, но помимо деятельности канала Осознанка, я еще занимаюсь кинематографом. И на самом деле достаточно давно. На канале кинокомпания «Амарант» мы регулярно производим короткометражные картины на те или иные темы. Например, фильм о здоровом образе жизни или о важности мечты в жизни человека, о важности предназначения и так далее. И буквально сегодня мы выпустили новую кинокартину под названием «Притча о маленьком чуде». Это микрофильм о важности свершения добрых поступков. Переходите по ссылке в описании, смотрите кинокартину, пишите мнение о фильме в комментариях, это очень важно. Для меня лично в первую очередь, потому что я режиссер и автор сценария этой картины. Да и в целом, мне кажется, тема очень важная. Будем вместе продвигать добро в массы. Итак, Земля. Что такое Земля? Что означает это слово? Давайте спросим великий и могучий русский язык. Заваривайте плоские листья перечной мяты, а мы начинаем. Поскакали! Корневая ось слова «земля» — «зем». Наши предки часто использовали этот образ в обычной жизни в качестве наречия. Упасть оземь, положить на земь. Зем означает нижнюю область, низ, внизу. То, что наши предки считали Землю плоской, я думаю, ни для кого не секрет и споров не вызовет. Так вот, они так и обозначали плоское пространство под ногами. Земля, зем. Слово «зем» — «земля» созвучно со словом «сем» — «семя». И вот это, как мне кажется, гораздо глубже. Что если наша Земля — это семя, из которого что-то должно произрасти? И что если это что-то — это мы, человечество, люди, народ? Семя — это исход, начало жизни. Исходя из этого образа, получается, что на этой земле, в этой реальности все только начинается. Мы, как народ, находимся в стадии семени, в стадии зародыша. И наше развитие в зачаточном состоянии. Мы еще очень маленькие и неразвитые, но у нас все впереди. Если земля — это семя, то это семя должен был кто-то посадить. Кто-то, кто находится на другой стадии, совершенно на другом, на более высоком уровне развития. Как в природе. Взрослое дерево, которое выросло, преодолело много зим, засух и других невзгод, всем своим существом сотворяет семя и отпускает его в пространство вокруг себя. Начинает новый цикл, начинает новую жизнь. Посмотри, сынок, эти снега, реки, леса с душами наших предков — это все одно, что, дерево живое, а земля наша — листочек на нем малый. И чтоб ее защитить, сильные руки нужны, сынок. Быть может, так и есть, что наше мироздание, наша Земля — это семя более могущественного существа, к развитию которого нам необходимо стремиться, чтобы эволюционировать из состояния семени в что-то совсем другое, в что-то, что пока за гранью нашего понимания. И тут сразу на ум приходит начало славянской буквицы. «Аз боги веди» — «я ведаю богов». Я стремлюсь познать то, что больше меня, что выше меня. Кто не смотрел видео на эту тему, то прошу в описании к ролику и в подсказку. Называется «Самая мощная славянская молитва». Слово «земля» на латыни звучит как «terra». Помните выражение «terra incognita» — «земля неизвестная»? Любители компьютерных игр точно знают это выражение. Итак, «terra». Отсюда слова территория, терраса, террариум, террикон.
Кто знает, что такое террикон, пишите в комментариях. Однако латинское происхождение слова «терра» вызывает определенные вопросы и сомнения. А все потому, что слово «терра» созвучно с именем славянской богини Тара. И как вы думаете, она богиня чего? Конечно же, богиня Земли. Славянская богиня Тара, богиня Земли, покровительница женщин, приносящая им знания, силу и защиту через землю. Кто хоть чуть-чуть знаком с женскими практиками, знает, что вся энергия женщин идет от земли. Помните образ «Мать сыра земля», «Земля-матушка»? Так вот, земля женского рода. Также богиня Тара – защитница леса и покровитель людей, которые сажают деревья. Самый лучший дар этой богини – это посаженное семя нового дерева. Семя. Чувствуете, наши версии снова пересекаются, и это очень здорово. От славянской богини Тары корень «тар» встречается в именах народов всей земли. Например, славянское имя Тарас, армянское имя Тарон, мусульманское имя Тарук и индийское имя Тарун. Все эти имена так или иначе связаны с землей, где-то косвенно, а где-то напрямую. Как вы понимаете, друзья, я не могу пройти мимо славянской буквицы. Там, собственно, есть буквица-образ «Земля». Земля – все сама в себе порождающая, воплощение энергии созидания. Мать – сыра земля, исход, начало всего сущего, пространство для развития жизни, пространство любви. Идет весна. Весной земля проснется, родит ягоды, жито, цветы чудные. Она все родит. Земля никогда не возвращает без излишков то, что получила. Цицерон. Получается, что Земля – это некое матричное пространство, куда можно загрузить определенные программы, Земля их переработает и вернет человеку уже на новом уровне. Получается простой, но глубокий смысл. Все, что мы Земле отдаем, она нам возвращает на новом уровне. Посадим деревья – получим лес, а с ним кислород, травы, плоды и живность. А отравим землю – получим страдания, болезни и смерть. Все закономерно. Исходя из вышесказанного, хочу процитировать вам одного из самых своих любимых писателей-фантастов, а именно Ивана Ефремова и его роман «Час быка». В этой книге земляне на космическом корабле прилетели на далекую планету под названием Торманс, где также живут люди, но они находятся на более низком этапе своего развития. Они неуважительно относятся к природе и отравили собственную Землю. Я вам зачитаю небольшой отрывок, диалог главных героев, которые только-только прилетели на эту планету и все увидели. «Я ступил на эту опустошенную планету, как в засохший сад, из которого нет выхода. Неужели целая планета так изменена человеком? Ресурсы любой планеты ограничены, ответил Тор. Ничего нельзя брать, не отдавая. Иван Ефремов, «Час быка». Как мне кажется, это очень мощная цитата. Ничего нельзя брать, не отдавая. Вообще, у Ивана Ефремова очень много гениальных пророческих изречений. Если вам интересно его творчество, напишите в комментариях, сварганю выпуск. Давайте попробуем порассуждать еще глубже, еще дальше. Что если наша Земля, как загрузочная программа, как матричное пространство, способна впитывать и воспроизводить не только материю, как семя, а и энергию? Какую энергию мы ей отдаем и что получаем в ответ? Получить что-то от мироздания можно только сначала отдав. И в этом весь секрет. Вот тебе что-то нужно. Ты просишь, молишься, молишь, но не получаешь, потому что ты еще ничего не отдал, ты не совершил добрых дел. Это, кстати, к слову о фильме, про который я говорил в начале, «Притча о маленьком добре». Надеюсь, вы ознакомились. Все наши размышления о форме Земли привели нас к совершенно другому, к размышлениям о законах мироздания. Все, что мы с вами выяснили, исходя из русского языка, что такое Земля, из славянской буквицы, все это созвучно с законами кармы.
Все, что ты отдаешь, получаешь в ответ. Некоторые зрители думают, что я не читаю комментариев. Друзья, я очень внимательно читаю все ваши комментарии. И порой там встречаются очень мудрые изречения и хорошие дополнения для наших выпусков. К предыдущему выпуску о плоской Земле у вас нашлось множество версий происхождения слова «планета». Я, конечно, не со всеми на 100% согласен, но, пожалуй, зачитаю. Слово «планета», «план» — это чей-то замысел. Все, что происходит на этой Земле, кем-то запланировано, запланетировано. Все регулируется, все под контролем. Любопытная версия «план» — это. А инопланетяне тогда кто? Инопланетяне, иноплан, иной план. Может быть, поэтому они к нам все никак не прилетают? Потому что им не до нас, у них там свой план. Также была и полностью противоположная версия. Планета, плана нету, все хаотично, ничего не запланировано, мы здесь случайно и выхода нет. Если данные версии вас не удовлетворяют и вы не смотрели наш предыдущий выпуск про плоскую Землю, то прошу в описании или в подсказку. Ролик называется «Плоская Земля. Что такое планета?». Многие в комментариях спрашивают: «Юра, а что ты сам думаешь, Земля круглая или плоская?» И я всегда отвечаю: я не знаю. Никто не может знать наверняка. У версий плоской Земли очень много несостыковок, вопросов и проблем. Но и также у официальной версии науки с ее полетами в космос, снимками и так далее тоже много каких-то, по меньшей мере, странностей. Но я думаю, что со временем мы с вами эволюционируем и сможем ответить на этот вопрос. А пока только споры. Но споры нужны, потому что в споре рождается истина. Дорогие друзья, каналу «Осознанка» очень важна ваша поддержка. Если ролик этого заслужил, то ставьте свои осознанные пальцы вверх, пишите в комментариях, и если не подписаны, подписывайтесь. Также, если у вас отзывается в сердце все, что мы делаем, и вы хотите поддержать нас финансово, все ссылки я оставлю в описании. Для нас это очень важно. А выпуск для вас сварганил Юра. Зрите в корень.